Приветствую вас, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на отношения, в котором мы посмотрим, что думал или думает о вас загаданный человек. Этот расклад Таро больше, конечно же, для женщин, но и мужчины могут тоже посмотреть на ситуацию со стороны, открыть для себя подсказки, советы, инсайты и, может быть, как-то подкорректировать свою ситуацию в отношениях. Мы посмотрим все, что будет выходить из потока, никакого заготовленного перечня вопросов к раскладу у меня нету. По традиции мы посмотрим сперва ситуацию, а потом попробуем отсканировать глубины разума, подсознания, чувств, психоэмоционального состояния вашего партнера и сделать некоторые выводы. Выводы вы будете делать самостоятельно из раскладов. Ну а я буду читать карты и давать вам соответствующие знаки судьбы, которые в конечном итоге так или иначе отразятся или уже начинают отражаться на ваших отношениях. Так, начнем. Давайте посмотрим, что происходит. Да, мы сегодня на двух колодах сегодня будем работать. Что происходит в ваших отношениях? Паж Пентаклей, такая карта, которая часто говорит о каком-то шансе на отношения. Как будто бы вы уже одну страничку в своих отношениях перевернули, уже много познали, узнали, но хотите чего-то большего, а вам чего-то не хватает. То есть не хватает каких-то знаний, как минимум. Вы как бы вроде бы уже накопили некие знания в вашем партнере, да, а вот чего-то вы... Есть какая-то недосказанность, да, вот такая о человеке. Но женщина здесь может хотеть ребенка от мужчины. Мужчина может не решаться. Один из партнеров инфантилен. Но если гадаете на мужчину, соответственно, мужчина может быть немножко такой, давайте так скажем, нерешительный, да. Или ведет себя как ребенок, Паж Пентаклей, все-таки ведь. Дальше. Здесь король жезлов есть. Здесь есть как минимум еще один вариант какой-то. Есть вариант, и есть или властный мужчина, который хочет дать шанс еще один. Слушайте, да, услышьте. Или есть двое мужчин, один вот такой вот как мягкий, такой как ребенок, податливый, а второй прямо, давайте назовем его властелин внимания, властелин ситуации, король, огненный король, король жезлов, да, вот певец или, управляющий вниманием, да. Как минимум, есть еще такая, может быть, ситуация, что вы вновь влюбились. Вновь. И у вас вроде бы как... вроде кто-то есть, но вот это вновь, оно перебивает то, что есть. Вот почему-то такое. Есть у меня ощущение из этой комбинации. Все-таки Паж Пентаклей это как минимум шанс извне. Вы как будто бы кого-то заметили. Неважно, это женщина или мужчина. Да, если вы женщина, конечно, тут король жезлов. Ну, а может быть, мужчина, король жезлов, заметил вас, да? Или заметил кого-то, какую-то женщину. И тут женщина тогда будет такая, знаете, як украинскую, тендитна, да, хрупкая, нежная, мягкая. А мужчина прям такой, знаете, вот, где-то даже брутальный, как лев, да. Как лев. Ну, давайте смотреть дальше. Восьмерка жезлов, да, здесь влюбленность. Прямо влюбленность, и она, знаете, как на фоне чего-то. Вот было что-то, или вы мечтали об отношениях, о любви, да, вот о каком-то таком, знаете, воспламенении, то есть возгорелось что-то. Вас даже, может быть, не узнать как женщину, как мужчину, да. Вот вы чем-то так дышите, светом каким-то,
Давайте так скажем, вы дышите всеми цветами радуги, и от этого становится ваша жизнь сочнее. Она становится полнее. Без радуги жить невозможно человеку. Ну почему? Потому что все-таки радуга это все оттенки белого, да, или все оттенки серого. Но знаете как, здесь все оттенки радуги есть, все и хорошее, и плохое, все какие-то чувства идут прямо, да, вот вы как фонтан почему-то у меня. Здесь влюбленность мужчины, влюбленность женщины, но король здесь трифовый, король. Хорошо, подозреваю я все-таки, что есть тот, кто был, и есть кто-то альтернативный, все равно, то есть два партнера. Есть тут кто-то еще, давайте смотреть, потому что многовекторность. Семерка пентаклей, вы теперь не знаете, что будет дальше, вы сомневаетесь. То ли сомневаетесь, есть ли будущее с этим королем, то ли сомневаетесь теперь между двумя вот этими партнерами, да, есть сомнения. Семерочка пентаклей, а получится ли у меня это, да. Но я вам так еще скажу, что у вас такая ситуация впервые. Вот у вас одновременно в двоих, да, как бы, или одновременно двоякие чувства у вас еще не возникали. Может быть, у вас и есть такое, что мужчина, но у вас к нему двоякие чувства, и вы не понимаете, да, это серьезно? Или все-таки, ну, серьезно по королю, или это паж пентаклей, окей? Далее, давайте. Что еще за ситуация? Ой, здесь 13-й аркан смерть, да, это роковые отношения, это раз. И есть некое такое чувство, что то ли нужно это быстро прекращать, чтобы не было еще хуже. Но вот знаете, как человек влюбляется и начинает сходить с ума, и чтобы вот это сумасшествие не поглотило полностью, лучше вот нет, вот там заблокировать его, ее, или там перестать общаться и так далее. Ну, карта неоднозначная. Давайте мы ее расшифруем с помощью духа. Зададим вопрос. Вот дух, как ты видишь аркан смерти? Это что? Это надо прекращать? И вы чувствуете, что нужно прекращать? Или это, ну, такая роковая любовь? Потому что смерть это безумная страсть, аж вот как смертная страсть такая, да, тоже бывает. Скорпион ведь. Ну, давайте смотреть. Это роковые события все-таки. Они имеют перспективу. Прекращать их пока не нужно. Дух говорит, звезда, все будет хорошо. Здесь очень много красоты и страсти одновременно, как, ну, как не дивно, да, может. Здесь красивый мужчина, эффектный такой, прямо зажигательный такой какой-то, да. От него хочется подпитываться энергией. Красивая очень женщина здесь. И дух говорит, не торопись делать каких-то выводов. Ну и я бы добавил, почему-то мне хочется. Он говорит, гори медленно. Здесь урна, да, видите, все-таки. Тут главное не сгореть, да. То есть важно не потерять разум. Все-таки водолей это разум. И дух к вашей ситуации говорит, отнесись к вот этим отношениям серьезно, это раз. С умом. Не теряй голову, но все будет хорошо. Сохраняй какую-то свою натуральное, красивое естество. Вот, слышите, да, как у меня рождается. Давайте еще мы быстренько пробежимся. Паж пентаклей. Это всегда шанс в этой ситуации. Шанс на что? Ой, это волшебство, это шанс на то, что мужчина будет контролировать ситуацию, управлять ситуацией. Видите, инфантил этот, да, ну-ка, инфанта, да, или частица. Это если этот мужчина у вас инфантильный, то маг, у него есть еще шанс себя как-то проявить. А если речь идет о все-таки короле трифовом, как серьезном мужчине, то этот мужчина, как бы шанс
на чудесное перевоплощение ваших долгих ожиданий в личной жизни. Вот так. Это очень хороший шанс. Я вам еще так скажу. Энергетика, харизма, качество этого мужчины, короля трефового, могут вас пленить, очаровать, околдовать и даже замагичить. Ну, здесь не без вашей женской энергии, да, но и не без его такого, все-таки маг колдовства, да, то есть он вас, давайте так скажем, чарующе подкупает. Вот так почему-то идет поток. Король жезлов. Давайте быстренько спросим, тот ли он, за кого он себя выдает. Вот этот вопрос у меня рождается в этой комбинации. Потому что, почему я так спрашиваю, друзья? Смотрите, паж пентаклей все-таки эфир, да, некий такой. Ну, это частица чего-то. Потом здесь он транслирует какое-то такое прямо намерение, да, то есть, ну, он управляет процессом. А здесь маг, вроде бы как манипуляция. То есть, да, он настоящий там лидер, или настоящий мачо, да, или настоящий там крутой бизнесмен, предприниматель, да. Королева жезлов. Блин, тут такая сложная комбинация вообще. Я вам так скажу. В нем сочетаются качества очень крутого мужчины и мягкой женщины одновременно. Здесь столько огня. Смотрите, здесь лев, здесь овен. Здесь прежде всего овен, но здесь весь огонь. Я, знаете, могу рискнуть предположить, что вы пламенные близнецы здесь. Но почему? И тот ли он, за кого себя выдает? Да, тот. Он ищет себе такую пламенную женщину, именно огненную такую. Вот, знаете, как бы он ищет союз огня. Но может ли он быть колдуном, этот мужчина? Ну, какой такой колдующий? Ну, королева жезлов, да, может быть. И маг рядом почему-то. Поэтому давайте так скажем. Тот ли он, за кого себя выдает? Ну, там, как говорится, не понтуется ли он, да? Нет. Ну и плюс еще, да, может быть такой колдунец, да. Восьмерка жезлов. Опасна ли это любовь? Давайте спросим. Опасна ли это любовь? Вот что у меня родилось из потока. Смотрите, тут столько огня. Огонь, 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 огонь. И он на земле. Все вроде бы естественно. Все вроде бы естественно. И опять земля. Опасна ли это любовь? Опасна ли это радуга вам? Да, не ослеплены ли вы? Вот, не ослеплены ли вы? Не. Ну, если вы даже и ослеплены, вы ослеплены любовью именно. Да, вот здесь двойка кубков. И, ну, я бы сказал так. Для чего-то, даже дух, да, видите, из космоса вам говорит, вы должны были бы угодить. Может быть, это вы, ведьма, как женщина. Вот напишите, вы огненная женщина, вы та вот черноволосая или красноволосая бестия, или вы беловолосая бестия. Почему? Потому что здесь как будто бы он вас поймал, да, он вас поймал. И вы его поймали. Да, вот два огня. Ну, это как прям танцующие галактики почему-то у меня. Да, вот такое. Или танцующие нейтронные звезды почему-то у меня. Да, вот танцующие нейтронные звезды, да, или какие они там. Вот кто в астрономии очень хорошо. Но есть такое понятие, как две звезды танцуют, а одна другую там как бы там затягивает. Да, или галактики, или звезды, я уже не помню. Давайте смотреть, в чем могут быть сомнения. Вот, ну, вроде бы как все классно, да. Тут такая магия любви, магия секса, магия страсти идет. Вот она, тут хороший расклад. А в чем могут быть сомнения? Реальные сомнения. Вот чего реально стоит опасаться? Ой, я выбачаюсь. Тройка кубков. Ну, третьей женщины можете, ну или третьего мужчины опасаться. Да, тут третий лишний.
Смотрите, вот этот паж, все-таки это ли еще один мужчина, о котором вы знаете как женщина, или еще одна женщина, но о которой вы знаете как мужчина. Можно опасаться даже ведьмы, колдухи, ну вдруг. И, ну, опасайтесь союза, он не нужен. То есть лучше, если этот человек вообще будет без каких-либо дополнительных третьих лиц. А вот теперь перейдем к смерти, еще углубимся в опасности этого расклада. В принципе, как бы с одной стороны здесь есть яркое такое горение пламенных близнецов, где вы там чуть ли не душа в душу и рука в руку живете. Может, у вас даже, давайте скажем, у одного, ну или одинаковые татухи, да, или у одного лев набит крылатый, а у другого роза, да. Ну, тут такие тату. Ок. Ну, а теперь давайте глянем. Вот это смерть, да. Это страсть или это, ну, как бы это страсть этой любви, да, или это тот знак, что все уже по-другому будет, только по-другому, и так, как было раньше, не будет, что это роковые события, что потом пойдет как-то все по-другому, вот так, да. О чем эта смерть здесь? Знаете, обычно смерть это, ну, невозможность сохранить что-то. Но вот здесь это смерть, это шанс на новое рождение. То есть, по сути, какие бы ни были соперники, соперницы, какие бы ни были обстоятельства в вашей ситуации, вот в этой ситуации, да, но не в той вашей, а вот в этой. Дух говорит, что это тебе испытание и шанс на то, чтобы ты начал жизнь снова. То есть, эта смерть говорит о том, что так как раньше не будет уже. И будет только по-новому. И все-таки шанс на улучшение, он есть. И он прекрасный, этот шанс. Понимаете, в чем дело? То есть, за эти отношения нужно и стоит держаться. Оно начинается с пажа, да, с эфира, какой-то призрачной надежды. А смерть тебе дает реальную надежду. Видите, даже здесь смерть держит настоящий кубок, где ты можешь положить все плохое в старое, запихнуть, да, все старое запихнуть в колбу прошлого и начать все с чистого листа. То есть, если вы стоите перед выбором двух, да, то новый лучше старых. Ну, хотя есть такой старый друг лучше новых двух, а здесь наоборот. Вот здесь нужно брать вот, понимаете, вот этот туз пентаклей. Вот напишите мне, какой у вас идет поток и ощущение. Есть очень, знаете, такой у меня почему-то идет прямо эта пентаграмма света, она прямо заряжает. Да? Как будто бы идет перерождение у вас. Хорошо. Но давайте посмотрим все-таки. Звезда, она о чем? Звезда символизирует направление некое, да, красоту, красивое направление. Давайте еще уточним, а правильный ли это путь? Чи не хибний цей шлях, так? 10 пентаклей, очень круто, очень крутой и правильный путь. То есть это приблизительно так можно сформулировать. Может быть, даже какие-то не очень хорошие обстоятельства в вашей жизни, которые складываются, может быть, они дают вам новый правильный путь, пойдя по которому, да, вы в конечном итоге, смотрите, материя. То есть вы идете путем богатого человека. Богатство от слова не деньги, а от слова Бог. То есть благословен, богословен путь и направление это. Чуєте чи ні? От напишіть мені, будь ласка, ви почули, які висновки ви можете зробити з цих двох карт? Бо це підказка духу. Добре, добре. Ну, хто з вухами, той почує. Окей. Ну, теперь давайте посмотрим. Есть вот такая вот ситуация, да, вот какой-то роковой мужчина, роковая женщина, какой-то там какая-то колдушка, колдун, да, какая-то магия, волшебство. Вот даже само знакомство и сама ваша встреча,
Оно произошло как магия волшебства. Может, у вас кто-то вам там случайно что-то, какую-то книгу дал, или там какой-то билет куда-то, или картинку какую-то, да, или предмет, там вот что-то вас так объединило, интересно, что, ну, это что-то необычное, да, произошло в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим, а думал ли о вас сегодня загаданный человек? Вот думал ли он, она о вас? Думал ли он, она о вас? Думал ли он, она о вас? Кстати, я вам еще так скажу, что вас может объединять. Вы оба любите смотреть в звездное небо и играть в какие-то игры, может быть там нарды. Ну, нарды это не самая мудрая игра, конечно, но ну, в шахматы, может быть, там в карты, неважно, да, вы любите играть и смотреть на звезды. О, вот это вот почему-то мне тут долетело до меня из потока, да. Окей, ну давайте смотреть дальше. Думал ли о вас загаданный человек сегодня? Да, и я вам скажу, 10 чаш. Он когда думает, оживает радуга. Смотрите, круто как. Оживает его радуга и оживает его огонь. Он думал, и вы это чувствовали. У вас был сегодня скачок на эмоции, эмоциональный такой. Вот это о вас думал человек загаданный. И он счастлив. Он счастлив от мысли с вами. А думает, вот он думал сегодня, да? А думает ли он сейчас? Давайте посмотрим. Да, думает сейчас. И он думает к вам приехать, сблизиться. Может быть, даже куда-то поехать. 17 опять, смотрите, очень крутая комбинация. 17 здесь звезда и здесь. То есть он думает о счастье, о том, что счастлив с вами, о том, что хотел бы продлить это счастье и приблизить это счастье к вам. Сейчас ставьте на паузу, загадывайте этого человека, неважно, мужчину, женщину, там, и пишите: я хочу быть с ним или с ней счастлива. Это будет декларация намерения по звезде. Звезда это очень... Но это не быстро, я вам так скажу, звезда, да. То есть это может быть и не 1 год. Вот, хотя здесь может быть и в течение года все круто изменится. Я вам так скажу. Здесь может очень круто измениться в течение 1 года. Вот так сидишь там у відлюдниках, да, у самітниках, не у смітниках, а в самітниках, ну, в відлюдниках, в отшельниках, да. И потом бабах, и уже там, уже рука в руку ходишь, да. Это, ну, часто бывает. Поэтому, смотрите, он думает о том, чтобы, ну, продлить, но вообще это начать, вот эта вот комбинация, начать быть счастливым, да, вот, а почему бы и нет, думает он. И какое чувство он испытывает при этом? Давайте, он и думает, и счастлив, да, что вы счастливы, да, можете быть вместе, вот так вот даже. И какое чувство он испытывает, смотрите, вот как раз, смотрите, здесь 8 и 2 колесо фортуны. Давайте у судьбы спросим, какое чувство он испытывает, при том, что он вспоминает и думает о вас прямо сейчас. Ой-ой-ой, он боится. Он боится, это страх прямо. А знаете, что он боится? Он боится потерять. Давайте уточним. Боится потерять. Нет, он боится, что вы можете принадлежать кому-то. Дьявол, смотрите. И здесь 9 и 15. Это 24,6. Все правильно, он вас ревнует. Он ревнует вас, ваш партнер и партнерша. И может еще бояться, что вы не подойдете энергетически. Вот это вот огонь, очень много огня. И я вам скажу, он еще даже немножко боится сгореть. Немножко, да, вот эта энергия, очень много огня. Здесь воздух рядом. Он прямо, этот человек очень ревнивый. Этот мужчина, женщина. Давайте еще спросим, чего он не хочет думать, вот о чем он вообще не хочет думать. Вот он вас ревнует очень сильно, чувство ревности, знаете, вы не с ним, и он начинает, я вам так скажу, он начинает прямо сатанеть. Это, знаете, теперь он сходит с ума по вам.
Где-то даже, я вам скажу, неважно, кто вы, мужчина, женщина, вы его или ее заколдовали, и причем такой какой-то адской, какой-то гремучей смесью дьявольских энергий, да? Окей, а давайте теперь еще посмотрим, чего он не хочет, о чем он вообще не хочет думать, да, вот какую мысль он вообще не допускает. Знаете, это очень хорошая карта, но это перспектива. Но это опять огонь, и я вам так скажу. Он не допускает перспективы, что будет кто-то мешать. Что будет кто-то мешать, дышать в спину, что кто-то может эту перспективу, как говорится, испортить, наломать. Да, вот это карта такая близка к окончательной поломке, да, девятка мечей. А это дьявол, да. Он даже и мысли не допускает, что кто-то может ему помешать, испортить это все. То есть ваш партнер так сильно загорелся вами, что я вам скажу так, что вы сейчас, ну, по сути, держите в руках некую такую субстанцию, похожую на шаровую молнию. И вот с ней, ну, она или взорвется, да, шаровая молния, она же взрывается, или вы обожгетесь. Будьте очень осторожны с этим человеком. Он сейчас, как говорится, на взводе. Ну, не просто так здесь козел и девятка мечей, да, то есть он, ну, я не говорю, что он смертельно опасен, нет, он потенциально опасен, да, вот. Чем опасен? Он может просто вас обжечь, он может вам причинить боль, даже обидеть, на эмоциях что-то сказать, да? Хорошо, как он видит перспективу? Как он видит перспективу? Именно как, не какую, а как? Это мы сейчас к духу задаем вопрос, это, да? Ой, ну вообще он считает, что это судьба. Тут вот прямо, если вы считаете, что вы не зря нашли это видео, ставьте на паузу и колесо фортуны, да, вот как он видит, это судьба. Все, он полностью или она полностью ваша. Смотрите, мужчины, женщины, на кого гадаете. Здесь прямо такая любовь и аж, як кажуть, аж шкварчить, да? Шкварчить. Що ви відчуваєте, да? От коли шкварчить, то у нього у серці шкварчить. Ну, такая тут красивая комбинация по... Прям судьба вас свела. Не просто так. Хорошо. А теперь давайте у высших сил. У высших сил спросим. Это знаете, как он считает, что по судьбе, да? А теперь давайте спросим, а судьба ли, да? Ну, понятно, что карта уже выпала, судьбоносная. Но есть еще карты здесь, которые могут прямо или косвенно. Вот здесь, смотрите, на судьбу указывают много карт. Вот первый знак судьбы, вот он. Да, как бы шанс есть. Второй вот прямо есть. Вот древо Сефирот есть. Понимаете, да? Легкими эти отношения однозначно не будут. Они, ну, такие, знаете, как... Я кажу, десь тут якесь козлятко проскакало, да? Ну, бува. Хорошо. А по мнению высших сил, судьба или не судьба, да? Вот, ну, он так считает пока. Да мало ли, что он считает. Он сегодня одно считает, а завтра другое, да? А как высшие силы считают? Но высшие силы считают 27. А 27 это отшельник, с одной стороны, а с другой стороны, это мудрые отношения. Или мудрая семья, или мудрый союз. Ну, здесь жрица, здесь какая-то магия, мистика, мистерия, да? Давайте так скажем. Здесь может мешать, конечно, женщина, может. Ну, мы не делаем здесь никаких диагностик, мы смотрим просто на ситуацию. Во-первых, судьба это или нет, это загадка. То есть это вот где-то нужно будет в этих отношениях учиться многому, открывать знания, открывать такие аспекты для себя, которые вы никогда еще не познавали с этим мужчиной, женщиной. Женщина-ведьма однозначно здесь, мужчина имейте в виду. Не просто так здесь королева, да, жезлов.
Мужчина-ведьмак. Здесь тоже колдунец такой сознательный, скорее всего. Он знает, что он такой, знаете, глянул взглядом, и вы потекли, растаяли, да. Или она взглянула, да, на вас своим кошачьим взглядом. Здесь женщина-кошка, кстати. Скорее кошка, нежели там баранчик или там козлик. Хотя здесь дьявол тоже есть. Вот. Но этот мужчина-лев и женщина-кошка могут превращаться в Бафомета и стучать копытами. Да, такое бывает. Вот. Но что это, судьба или нет? Это похоже на судьбу, но вот такую мистику, мистическую, как говорится, да. Я скажу, что да. Почему? Потому что все-таки есть хрустальный шар и есть вселенная. И то, что я говорил, да, вот здесь вселенная живет, в этом шаре, и здесь она, видите, одного цвета даже. Это что-то родственное, это родственная магия, родственные души здесь живут. И как бы даже судьба дает вам шанс разгадать некие загадки в этом процессе и получить скрытые знания, которые вот только через интуицию, то есть через живот идут, да, вот животные знания, да, вот эти глубинные знания оно, того, что вы не получите, не прожив это. Окей. Какой или каким видит вас этот человек загаданный? Каким он вас видит? Он видит вас, этого мага или ведьму, да, вот так? Или каким он видит вас на самом деле, да? Ой, здесь восьмерка пентаклей, он вас видит успешным человеком, самодостаточным, не бедным, хозяйственным и заботливым. Паук очень хорошая карта, 8 пентаклей всегда хорошая карта. А что ему нравится в вас больше всего? Все-таки ваш ум и умение, знаете, не торопиться взвешивать, обдумывать, смотреть под разными углами на какие-то вопросы, на ситуацию, да, не делать поспешных выводов. Вы человек, вот по мнению того человека, да, на которого вы гадаете, вы человек спокойный, и ему это нравится, да. А что ему не нравится в вас? Не знаю, а тут получается не нравится. Здесь две матери, как идут. Мать мечей и мать. Ну, это королевы, да. Может быть, вы уж слишком мягкие или уж слишком эмоциональны. Вот это может не нравиться. Ну, если вы там прямо, извините, плачете, как там маленькая девочка, или там ведете себя как, ну, там мужчина очень мягкий, чересчур эмоции, это эмоции, чувства. Вообще это как бы не мешает, но может на каком-то этапе может мешать здесь все-таки. Тут две женщины все-таки, смотрите, это тоже может не нравиться, раз. Особенно если вы мужчина там с мамой, с сестрой или с любовницей или с женой, понимаете, да? Это я для мужчины говорю. Но вообще это гиперопека вообще. Вот. Мать кубков или королева кубков — это опека. Поэтому, ну, где-то, может быть, на улице, когда вы там, ну, у него что-то упало, а вы быстренько подняли, или там, то есть вот какая-то вот суетливость, все-таки вам поспокойнее бы быть. То есть не надо прогибаться вот здесь под него, да, это ему может и не нравится, вот это вот гибкость, мягкость, текучесть, податливость, да, где-то лучше вы немножко так будьте такой, як кажуть, залізна леді, да, як Маргарет Тетчер, нехай так буде. Ну пусть так. Хорошо. Ну и давайте теперь еще посмотрим. Есть, ну, стоит вот, и очень часто задают вопрос: уйти или остаться? Да, может, вам не надо эти адские отношения. Да, не адские, а, извините, тут немножечко козлинка есть. Ну, роковые, давайте. Они не адские, они роковые здесь. Может, вам не надо эти роковые отношения. Давайте спросим, надо они вам или нет. Туз мечей. Надо пока. То есть уйти или остаться. Ну, решать в любом случае вам. Видите, туз решай сама или решай сам.
Это мужская карта, но она... Я бы так сказал, стоит продолжать пока. Что это может вам дать? Знаете, это, во-первых, поменяет, трансформирует вас как личность, эти отношения. Но они не простые, здесь прям магические какие-то отношения. Они могут дать вам очень мощный прорыв в бизнесе, в творчестве, трансформировать личность. И даже я рискну найти себя. 19 Солнце — это самая крутая карта вообще. Ну, как для личности, да, для проявления. То есть это и прямо тут огонь. И реально здесь пламенные близнецы могут быть. Вот особенно пламенные близнецы. Ну, родственные души тоже могут быть, но огня тут столько, что души они больше развиваются вот по вот этим двум картам как-то, да. А пламенные близнецы, ну, как минимум здесь энергия секса такая сильная, что может трансформировать ваш творческий поток. То есть, будете ли вы вместе? Четверкам? Скорее всего, да. Но здесь нужно найти грамотный баланс и взаимовыгодные сопересечения материальных интересов, при том, что они могут перепутываться друг с другом, пересекаться, но не мешать друг другу. То есть, если вы не будете, как говорится, знаете, в отношениях, будет ли он мне помогать и задавать или она мне помогать, да, материально, деньгами, там. Вот у вас свое, да, а у него свое, независимое, но оно общее как бы, но принадлежит вам ваше, да, как говорится, кесарю кесарева, а слесарю слесарева, да, то есть, но оно работает как единый налаженный механизм и не мешает. То есть, да, вы будете вместе, если не будете, как говорится, делать из еды или из денег культ. Да? Ну и совет втором напоследок вам. Пятерка мечей. Не ставь все на кон. Будь осторожен. Здесь может быть третье лицо. То есть третий лишний тут он все равно фонит. И где-то, возможно, нужно взвесить и посмотреть на ситуацию со стороны. А сможете ли вы прощать в этих отношениях? Почему-то вот именно так мне хочется сегодня закончить, а вам искренне пожелать найти компромисс, где материя, реализованная вами, или в котором материя, реализованная вами и вашим партнером, тесно пересекаются, не мешают друг другу и сохраняют гармоничную, эффективную форму, которая может быть стабильной долгие годы. Настоящий отчет будет доступен вам в течение 30 суток. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи, и все будет хорошо. Пока-пока.